Сергей Полонский шоумен. Так и ты шоумен. Тебе в кайф жить? У меня даже нет квартиры в Москве. На что ты живешь? И на дошираке, и на воде. Ты чувствуешь вину? Я тебе скажу. Нет, они получили то, что они получили. Если бы они тогда вышли, когда был захват рейдерский объект. Ты не мог сперва извиниться? Да очнись, у меня украли компанию, блин. За что, перед кем нахрен я должен извиняться, Игорь? Без правосудия. Я просидел 3 года, блин, ёлкин кот. Эта история Сергея Полонского закончилась? Список Forbes. Все хотят туда попасть. Деньги, слава, благосостояние. Каждый мечтает. И многие там оказываются. Но надолго не задерживаются. Почему так происходит? Дело в том, что Forbes учитывает только финансовый капитал и совершенно не учитывает социальный капитал. Что такое социальный капитал? Это комбинация 3 вещей. Взаимное доверие – раз. Нормы и правила, коллективно выработанные, которые ты соблюдаешь – 2. Ну и 3 – это правильные социальные связи. Сегодня мы с вами разберемся на примере Сергея Полонского, как получить благосостояние, власть и деньги и не профукать его в один момент. Рыба рыбаков. Ну привет, как ты там в своей башне на карантине? Расскажи, как ты там? Ну давайте тогда я немножко покажу. Главное организовать свое пространство. Вот такое вот пространство у меня. Здесь это купол-штаб, где мы создавали, придумывали Сити, где придумывался Миракс. Вот отсюда такой вид. Это золотые ключи, Игорь. Да, я надеюсь, судебные приставы не знают, что ты там, чтобы Нет, не ты забрали знаешь, вдруг. это отдельная история, да, то есть так получилось, что мы сына назвали Мираксом, и это мы ему подарили еще 12 лет назад, да, поэтому до всех этих вопросов. А так в целом, конечно, у меня даже не осталось квартирки в Москве. Итак, смотри, я уже зрителям сказал о том, что мы сегодня будем говорить о потерянных капиталах, о социальном, о финансовом. И поэтому скажи мне, у тебя вот на пике, когда ты входил в Forbes, сколько оценивался финансовый капитал на самом пике? 4,5 миллиарда долларов с перспективой до 8,5 в ближайшие 3 года. Вот, и смотри, и сейчас, как я понимаю, у тебя минус 250 миллионов, как я видел сообщение. Или назови цифру, сколько у тебя сейчас минус? Да, значит, это очень такой правильный вопрос, наверное. Значит, смотри, да, товарищи зрители. Действительно, у меня сейчас активов минус 230 миллионов рублей, да, на счету. Рублей. То есть мне предъявили, значит, пока я сидел в тюрьме, у меня помимо того, что... Это важный момент, да, и все остальные. Значит, помимо того, что я принес в бюджет страны 40 миллиардов рублей и создал прямых только налогов, да, не говоря о том, какие активы мы создали. Значит, мне прислали налог 230 миллионов, неуплаченный за 2007 или 2008 год. Пока я сидел в тюрьме, его просудили. Причем эта компания находится у Троценко Романа Викторовича. То есть помимо того, что все активы мои оказались у Троценко Романа Викторовича, значит, каким-то чудесным образом, пока я находился в тюрьме, и он, будучи неизвестным никому, не входившим в Forbes, вдруг стал стоить 1,5 миллиарда долларов, мне еще и прислали минус 230 миллионов рублей. Значит, по различным обязательствам только в Лондоне просуженным Троценко должен 49 миллионов долларов, да, но, к сожалению, значит, то есть понятно, что это несколько раз больше, в 10 раз больше, но, к сожалению, Троценко Роман прислал, я потом вам перешлю, значит, может быть, захотите выложить, значит, письмо, где он сказал: я не хочу с тобой общаться, причем прислал не он даже, а директор, платить ничего не буду, долги все прощаю и так далее, да. Значит, в чем проблема? Проблема в том, что мое мнение, мнение экспертов, что с очень большой вероятностью Троценко будет банкротом, и поэтому для того, чтобы нам добежать до него по английским судам, нам требуется порядка 2 лет еще, да, к сожалению. Тем более с учетом коронавируса, переносов судов и всего остального. И поэтому вот такая вот довольно-таки непростая ситуация. Смотри, 250-230 миллионов долга. Это означает, что любые поступления на твой счет сейчас, получается, приставы списывают. Так вопрос, на что ты живешь физически вот сейчас?
Да, значит, мне это очень, знаешь, я как вышел из СИЗО, да, собственно, из суда, все эти 3 года я так и не работаю, потому что мне очень сложно найти работу по разным причинам. Значит, а, это первое. Второе, ну, то есть, собственно, мне помогают друзья, и вот один из них, к сожалению, погиб сейчас, да, трагически, это Дима Босов, вот. Также я там занимаюсь, значит, вот сейчас книжку хотел издать, значит, думал, так сказать, какую-то копеечку пришлют, но тут, видишь ли, кризис, вот. Ты знаешь, я живу очень скромно, да, Игорь, мы научились, пока были в СИЗО и пока все вот эти процессы были, это вся история с 2012 года, мы научились с супругой очень скромно жить, да, и так сказать, и на дошираке, то есть и на воде, то есть нет проблем с этим. Да. Российская Федерация пришла к выводу, что такое национальное достояние, как я, нельзя оставлять на другой планете, и за мной была выслана специальная экспедиция, телепортировала меня, так сказать, как национальное достояние, в общем, назад к вам в гости в Российскую Федерацию. Выступления публичные, там какие-то Ты знаешь, книги. за выступления мы деньги не берем практически, то есть там, может быть, там билеты, там еще что-то оплачивают, гостиницу, да, а вот так вот, чтобы, так сказать, вот как бы профессионально работать в этой сфере, я пока еще не готов, наверное. Да, давай все-таки о другом поговорим. Ты сколько суммарно дней или лет провел в тюрьме? В Камбодже и в России? Да, ну, в общей сложности в России 2 года и 2 месяца, вот, и в Камбодже еще 5 месяцев. Что тебе больше всего запомнилось, значит, в российской тюрьме и что, может быть, вызывает ностальгию? Красавец. Ты знаешь, тюрьма, она вот как армия, да, ее с одной стороны надо пройти, а с другой стороны она абсолютно не нужна, да. В тюрьме ты понимаешь, кто является для тебя человеком, а кто представлялся только человеком. Вот там настолько четко и быстро все это понимаешь, да, и осознаешь, и ты видишь, что передает передатчики, кто не передает, кто там и так далее, да. А у 95% людей, кто оказывается в тюрьме, выясняется, что не так много друзей оказывается. Я тебе скажу более того, что там в тюрьме мне встретилось, как мне кажется, конечно, да, может быть, хотя это не только я писал, там еще несколько тоже таких людей писали интересных, что мне в тюрьме встретилось больше людей порядочных, чем на свободе. Вообще считается во всех такая, значит, такая философская фраза: если ты не был в тюрьме, то ты не можешь знать, что из себя представляет страна. Пытки, которые ты испытываешь в тюрьме, да, они, понимаешь, особенно для свободного человека, их не описать, да. Мы начали плотно взаимодействовать с Евой Меркачевой, это ОМК, да, и мы прекратили избиения в московских СИЗО, мы отучили конвоиров разговаривать матом, то есть там это целая история, понимаешь. Меня за это 7 раз в карцер отправляли, без иллюзий, и хотели мне еще статью пришить по поднятие бунтов, значит, среди заключенных, да. Если в следующий раз меня будут арестовывать, я лучше застрелюсь. Рыба рыбаков. Ну хорошо, смотри, 230 миллионов долга, смотри, активы... Рублей. Да, Рублей. 230 миллионов рублей долга. Активы, ты говоришь, оказались у непонятных людей. Называешь фамилии постоянно в разных интервью. Смотри, обложили тебя со всех сторон, и ты сегодня собирался сделать какое-то заявление все-таки. Да, О чем ты хотел заявить? Да, смотри, Игорь, значит, мы пока еще адвокаты английские работают, и мы к сегодняшнему дню не успеваем проработать все вариации, потому что у нас 11 стран, и, то есть пока над этим вопросом мы работаем. То есть мы не исключаем возможность, что я объявлю банкротство, и для цели как раз поиска всех активов и разбора всей ситуации, для того, чтобы все обнулить, и можно было двигаться дальше, создавать новые проекты, потому, да. То есть я, более того, тебе скажу, что я считаю, что мы уже изучаем сейчас серьезно эти процедуры. Они в России крайне несовершенны, да, и если их не модернизировать, то мы получим огромное количество людей, которые в результате банкротства больше никогда не будут заниматься бизнесом. То есть это фундаментальная вещь, да. Трамп был 4 раза банкротом, я еще ни разу не был банкротом. Ничего страшного, надо же когда-то начинать, да, в конце концов. В этом случае, да, собирается как раз комитет, куда войдет Сбербанк,
да, куда войдут крупные инвесторы там, и так далее, и будут разбираться, а где пропали активы, да, стоимостью на 4 миллиарда, да. Если я же их не мог съесть, да, не мог съесть, значит, поглупеть тоже вроде не мог, да, то есть если один Полонский, значит, съел активы на 4,5 миллиарда, то, ну, наверное, это крупнейшая история в мире, да. Более того, если мы будем это делать в открытом эфире, значит, объявлять и ехать по всем площадкам, по всем активам. Причем мы об этом заявляли. Я об этом заявлял, что активы, перешедшие к Троценко, они оказались у них незаконно. Да. Есть об этом официальное заявление мое в официальной прессе и так далее. Да. Поэтому я бы рекомендовал тоже, так сказать, там, людям, которые вот ими владеют. Да что им рекомендовать? Они все знают, понимаешь? Они все знают. Все знают. Все, у кого украденные активы, принадлежащие Мироксу, все знают. И в этой степени, в этом вопросе, знаешь, я тебе скажу, вот в Америке, например, да, вот если ты покупаешь дом, обязательно, а там кто-то умер, да, тебя должны предупредить, что там кто-то умер. Понимаешь, да, и цена сразу там в 2 раза меньше. Поэтому, ребят, не надо покупать, значит, у мошенников недвижимость, да, а кто эти мошенники? Они просто несут плохую карму, поэтому не надо сейчас покупать офисы федерации и апартаменты, да, ничего хорошего там не будет, собственно Хорошо, говоря. давай И вообще назови в целом- фамилии конкретных людей, которых ты нарекаешь, ну, не знаю, мошенниками или тех, кому следует опасаться другим людям. Да. Значит, это не только мое мнение, да, это позиция, выработанная несколькими адвокатами, которые находились и присутствовали, и понимают, как все это происходило, да. И фамилии абсолютно простые. Троценко Роман Викторович, значит, Голубев Владимир Семенович, значит, у Пиков оказался один из проектов, вместе, который 210 миллионов, за который мы только заплатили долларов, да, это Микинина. Значит, Пик, Гордеев Сергей, который просто скупает краденое, да. То есть, когда он знал, что я сижу в тюрьме, он взял, купил вот через вот так вот украденный у меня объект, где стоял мой дом, ты понимаешь, да, Серега Гордеев, ты же был раньше вроде как-то, так сказать, поприличнее, что с тобой стало? И также, собственно говоря, ну, все, так сказать, мои, так получилось, что товарищи, как только я оказался вот, ну, в заключении, это Адикаев Алексей, Темников, значит, это Луценко, и это Привезенцев, и Кириленко. Значит, Добровинский, это который адвокат, да, который принимал участие в этом, собственно говоря, в этой всей операции. Там. Вот не так и много людей. Хорошо, скажи мне, как связано банкротство твоих бизнес-компаний, там, Поток, Мирокс, Групп и так далее, и с твоим предполагаемым или сегодня заявляемым личным банкротством? То есть это же разные вещи. Банкротство компаний, бизнесов и банкротство Игорь, смотри, физического лица. Дело в том, что я и компания – это одно и то же. И все компании, которые были у меня, оказались у Троценко. Да? Все. Да, одно и то же. Абсолютно понятно, что никаких законов у нас нет. Никаких судов у нас нету. Значит, по моему делу Титов сделал, партия Роста сделали 4 независимые экспертизы, да, с учетом моей одиозности, Игорь, да, понимаешь, все истории. И все 4 эксперта пришли к заключению, что просто нет события преступления, понимаешь, да. Я же на первом суде вышел и сказал, ваша честь, говорю, давайте мы сделаем так, вот вы откройте экспертизу МВД. Там конкретно написано, вложено 2 миллиарда 742 миллиона, а привлечено 2 400. Все. Вот больше все остальное не имеет смысла к рассмотрению, Игорь, понимаешь, да? Итак, ты мне все-таки объясни, пожалуйста, вот личное банкротство, о котором ты то ли заявляешь, то ли намекаешь, я ни хрена, честно говоря, не понял. То есть если ты объявишь о личном банкротстве, как это поможет тебе вернуть пропавшие миллиарды? Произошла уникальная история, да, то есть активы украли, да, обязательства оставили на мне. То есть вообще потрясающе, хотя они все были под ЛПНами во всех странах мира там и так далее. То есть вообще, у меня адвокаты английские, они вообще не верят, они говорят, такого не может быть, как вообще такое возможно? Но тем не менее. Поэтому собирается еще раз конкурсная масса, да, и ищутся все объекты. Слушай, ну у меня один только объект 210 миллионов Микинина, понимаешь, да, долларов. Вот тебе, пожалуйста, уже все вопросы закрыты. Понимаешь, как он оказался не у нас? Надо разобраться с этими вопросами. И это как раз задача в том числе государства, потому что государству, получается, я должен 230 миллионов, иначе государство должно искать активы. То есть в момент, когда ты объявляешь личное банкротство, с этого момента что произойдет? Как ты? Опиши, пожалуйста, Смотри, сценарий. Игорь, у меня сейчас этот вопрос прорабатывает английский, российский адвокат.
Да? Значит, где это должно быть сделано? В российской юрисдикции, в английской юрисдикции, да, или в английской на все страны, потому что это 11 стран мира и так далее. Да? И эта ситуация реально не очень простая. Да? То есть много стран, много задач там и все остальное. Я не думаю, что сейчас имеет это значение. Я думаю, что имеет основное значение, что сегодня не надо бояться перехода вот этого, да, через точку ноль. И надо смотреть именно эти возможности, потому что в ближайший год, с моей точки зрения, да, экономика России не то, что не восстановится, да, а ничего хорошего точно не будет, а в принципе в целом 5 лет минимум, да, потому что 2 года будет еще падение, и потом, может быть, как-то начнется восстановление психоэмоциональное и так далее. Это показывает не только какие-то анализы, да, а те страны, которые уже пережили. Ты мне скажи, ты будешь объявлять о банкротстве, и зачем тебе нужно объявить о банкротстве? Чтобы активы найти или чтобы избежать претензий кредиторов? Или... Игорь, смотри, еще раз, да, я же сказал, что у меня активов по нашим этим самым больше, чем пассивов. Это первое, да, поэтому мы сейчас анализируем, имеет ли смысл объявлять банкротство, чтобы через банкротство всем раздать, да, у кого есть какие обязательства, чтобы все предъявили в один момент, понимаешь, да, собрать все в единое целое, расписать все, в конце концов, закрыть все, да, и пойти вперед, понимаешь, потому что это невозможно, да, для этого есть процедура банкротства, ничего в этом нету смертельного, да, понимаешь, и, ну да, ну ничего страшного, вот получается, так сказать, создавал, пойду с нуля, и ничего, соберемся силами, двинемся дальше вперед. Понятно. Ну, слушай, у меня же, конечно, тоже есть свое представление о том, что на пике, как ты говоришь, Мирекс Групп, твои активы стоили там 4 миллиарда с перспективой 8 и так далее. Но это был такой, ну, давай так, хайп, пузырь там, да. И потом, ну, когда рынки остудились, скажем так, да, резко снизилась их оценка. Вот. В этот момент я хочу тебя спросить следующее. Ты вот когда пойдешь искать активы, ты говоришь там, где там, я знаю, в Черногории, может быть, в Москве где-то, как ты говорил, ПИК забрал там какие-то активы, да? Может, ты найдешь активов, а они все обесцененные, потому что, ну, пузырь-то ушел, на рынке недвижимости сейчас обнуление тоже произошло. Ты почему уверен, что ты долги-то свои, значит, погасишь, особенно дольщикам, которые до сих пор там ждут это, квартиры? Значит, первое, смотри, значит, Игорь, очень важно, да, у тебя ложная информация, я дольщикам не должен ничего, да, то есть там 3 дольщика, которых там на 21 миллион есть иски рублей. Все, больше никому мы ничего не должны, да, еще раз, вот есть все квартиры, кто-то получил, кто-то стоит, ждет получения, да, то есть там всего 103 квартиры, да, значит, это первое. Второе, значит, когда ты говоришь, что пузырь, что такое пузырь? Пузырь – это когда, например, капитализация аренды к продажной цене 1 к 20. Да? Ну так, давай, профессионально разговаривай. Ну, это большой пузырь, да. Да, а у нас сколько был в 2008 году капитализация? 6,5, Игорь. Все, точка, понимаешь, да? У нас недооценен рынок, у нас недооценена страна. Она недооценена страна из-за страновых рисков, из-за политических рисков, из-за неправильно собранной экономики, из-за коррупции, из-за отсутствия рабочих судов и всего остального. Да? Поэтому говорить, что у нас был какой-то пузырь, это просто смешно. Да? Значит, пузырь начался, собственно говоря, с Америки, когда в Майами мог купить квартиру любой безработный, а через 2 года продать в 2 раза дороже. Все начали покупать квартиры без даунпеймента, и выяснилось, что на рынке 85% квартир, которые покупают, это инвестиционные квартиры. И в один момент, собственно говоря, это все остановилось, да, и привело к большому глобальному дефолту. Я понял, что ты будешь искать активы, и ты рассчитываешь, что все-таки стоимость этих активов значительная, и ты знаешь, кто, как ты называешь, забрал эти активы нечестным путем и так далее. Это означает, что когда ты приступишь к их розыску, да, то ты можешь найти их. Я согласен, и я, в принципе, поддержу тебя в твоем намерении найти, где ты обанкротишься. В российском праве, в английском. Ну, то есть, если ты сегодня готов сделать это заявление, делай, но я так понял, ты просто подбираешь нужную юрисдикцию. И я поддерживаю, на самом деле, банкротство как способ, обнулиться. Ты знаешь, сейчас стало модным обнуляться там везде, да, и в этом смысле твое желание обнулиться финансово я тоже поддерживаю, начать с чистого листа, да. Но смотри, о чем я тебя хотел спросить. Дело в том, что в финансовом смысле обнулиться
это значит инициировать банкротство, ну, например, личное, да, ну, начать с чистого листа. Но ведь есть еще и социальный капитал. Это, ну, капитал доверия, капитал норм, правил, капитал твоих связей и так далее, ну, там, да. И в этом смысле, когда я задумал построить самую высокую башню Рыбаков Тауэр, и я, конечно, первое, что подумал, к кому обратиться, ну, к Сергею Полонскому, да, то мои знакомые, партнеры, бизнесмены стали отговаривать обращаться к тебе. Понимаешь? И я стал задавать вопрос, почему? Они мне говорят, Сергей Полонский шоумен. Я говорю, в смысле? Он же там Мирекс Групп, эти башни, эти красавцы и так далее. Слушай, тебя не обижает, когда про тебя так говорят, что ты шоумен? Ты знаешь, Игорь, мне, к сожалению, обидно за то, что люди такие, тот, кто так считает, да, они даже примерно не понимают, о чем идет речь. Они как пассажиры в самолете, которые садятся и не понимают, насколько сложный механизм, в котором они летят, да. И если шоумен Полонский смог собрать Сити, да, не просто башню Федерации, а мы, напоминаю, все Сити запускали, то надо сделать какую-то, черт возьми, фабрику, Игорь, по производству шоуменов, понимаешь, да? Потому что слишком дохрена у нас людей, которые в пиджачках ходят, в костюмчиках, да? Но что-то экономики не видно. Вот, пожалуйста, Стив Джобс с мозгами придумал компанию на $1 триллион, больше, чем капитализация всей России сегодня, всего российских активов, Игорь, понимаешь, да? Мозги, да? Нет, ты Вот только что что надо наехал на производить. Стива Джобса, назвав его тоже шоуменом, выходит. Да, так нет, так, слушай, Стив Джобс шикарный шоумен был. А Маск какой шоумен, ты понимаешь, это же, он просто, как он огнемет, ты понимаешь, там для этих сам. Сегодня то, что мы не шоумен, ты понимаешь, Игорь, да, а совершенно другое понятие. Ты должен быть на передовой. Если ты лицо компании, да, ты должен быть, вот как ты, понимаешь, я не знаю, там, почему ты решил, вот, так сказать, я слышал, что ты решил вот выйти там с какими-то целями там в эфир, хотя, казалось бы, у тебя есть бизнес, в принципе, он не такой, так сказать, открытый, да, в отличие там, это iPhone, надо знать, кто производит, понимаешь, так же, как мы первые вышли, я же первый вышел, сказал, я хозяин компании. Сегодня никто не знает, кто хозяин компании сегодня Донстрой. Расскажи мне. ВТБ, наверное. ВТБ, видишь, да, кто это такой, неизвестно. Поэтому, или Интек, кто хозяин сегодня? Не знаю. Ну, понимаешь, да, то есть, Игорь. А вот все, кто хозяин Технониколя, все знают, ты и твой партнер, понимаешь, да? И это важно, да. Вот нет, подожди, Сергей, все-таки, смотри, тебя не обижает, когда тебе говорят, что Сергей Полонский шоумен? Просто сейчас ты только что сказал тираду, что Илон Маск шоумен, Стив Джобс шоумен. Знаешь, Игорь, смотри, и да, и нет, да. И да, и нет, то есть я взрослый мальчик, да, меня очень, ну, то есть, что меня обижать, так сказать, вот, но меня обижает сам подход людей, да, то есть если вы говорите, что Сити создал шоумен, то вы все тогда полные лошары, да, потому что, ну, если шоумен может это, то есть даже не так, ты понимаешь, как бы, я не знаю, как удобно, вот как, может, если, да, Трамп тоже шоумен, ну, слушай, так и ты шоумен, Игорь. Я тебе благодарен за твой вопрос. Мне его никто не задавал, ты мне его сейчас задал, и я для себя сделал четкий ответ. Я Полонский. Понятно. Смотри, ты только что сказал примерно похожую фразу, как тогда, помнишь? У кого нет миллиарда, идите в жопу, или как там все эти, Молва говорит, не знаю. Ты только что тоже сказал, да, пошли они все нахрен, они все вообще ничего не стоят, выйди на яйца. То есть ты постоянно, обращаясь к другим, говоришь, да, идите в жопу, или там, да, вы ничего не стоите. Слушай, это твоя такая вот позиция предельной эгоцентричности, она продуктивна, она выгодна, она помогает тебе создавать то состояние, которое бы ты хотел, или она больше тебе вредит? Все-таки, вот скажи сейчас. Игорь, вот смотри, ну вот я такой, какой я есть, да, но я же не бегаю с голой жопой по Красной площади, да. Я делаю какие-то вещи, я создаю что-то, да, я не ругаюсь матом в эфире, понимаешь, да, Игорь? То есть ты вот конкретно, да, знаешь, я тебе так скажу, у меня была встреча с Грефом, да, значит, крайний получение кредита на башне Федерации.
Значит, 1,5 года мы получали, это вообще отдельная история. Нам также прислали первый раз под 29% годовых предложения. Через 1,5 года крайняя встреча, Греф говорит, ну вот, Сергей, ну ты какой-то вот не такой. Я говорю, Герман Оскарович, вот давайте так, смотрите, вот, если я какой-то не такой, напишите какой, в какой конкретно момент времени, да, я был не такой. Вот если не можешь сказать, да, тогда это больное воображение твоего мозга, которое тебе навязали первыми каналами там и так далее. Понимаешь, да? Если ты считаешь, что я сумасшедший, да, например, то тогда люди, которые живут в моих домах, они еще более сумасшедшие, потому что ты же не сядешь в самолет к сумасшедшему пилоту, да, согласись. То, что ты сейчас описал, это конкретно ты главе, ну, не знаю, большого банка заявляешь, слушай, значит, чувак, я вот такой, какой я есть, ты мне вот напиши. Говорил, ну как, вот все, что ты сейчас подаешь, на самом деле вот по психологии взаимоотношений считывается именно так. Слушай, ты мне напиши, отчитайся, что такого, не такого во мне. Нет. Ну, смотри, я тебе просто говорю мнение человека, который наблюдает со стороны за такой... Игорь, смотрите, еще раз. Ситуация. Вы поймите, смотрите, Игорь, вы не работали никогда в сферах, которые выходят за пределы. Когда вы будете создавать ракеты или 100-этажные здания или космические корабли, да, вы поймете, что вы понять нас не можете, потому что вы технари, и я с уважением отношусь к вам, но вы из другого класса. Понимаете, я не в том плане, просто из другого. Есть математики, есть физики, есть философы, есть еще кто-то, понимаешь, да? Вот мы создаем то, чего еще не было, да, а вы повторяете, понимаешь, да? То есть вы хорошо все делаете, ты молодец, классно, 71 страна мира там и так далее. Но если ты хочешь перейти на другой уровень, ты должен выйти в потоковое состояние. Ты такой, какой ты есть. Это тебе нравится, это тебе не нравится. Еще раз, да, ни разу, Игорь, да, у меня такой мысли не было. Я сам вырос, поверь мне, да, в бедной семье, оскорбить кого-то или чем-то. Более того, мы входили в десятку по благотворительности, сколько мы построили садиков, школы, всего остального, Игорь, ты понимаешь, да? И когда взяли отдельно выхваченную фразу в Каннах, да, и потом ее раскрутили как раз, когда начался кризис 2008 года, для того, чтобы всем предпринимателям сказать, чтобы все будаки такие, как Полонский, понимаешь, извиняюсь за слово, на букву «М», значит, вот, собственно говоря, да, к сожалению, я в некоторой степени поставил все бизнес-сообщество собой, тем, что вот, ну, так сказать, а вы все знали в том числе, да, Игорь, что несправедливо, я сижу в тюрьме, и передачки мне не передали, поэтому у нас такая, знаешь, интересная история жизни. Слушай, осознанно или неосознанно, ты только что сказал, что я тоже ничего не понимаю, что ты создаешь, Рыбаков повторяет, что вы такие, не такие. То есть, на самом деле, смотри... Не, Игорь, ты меня не слышишь, смотри. Все, кого я спрашиваю о тебе, говорит, как можно работать с человеком, который говорит, если у тебя нет миллиарда, идите в жопу. Как можно работать с человеком, который постоянно говорит, мы-то создаем, а вы там повторяете. Как можно работать с таким человеком? Вот скажи мне, тебе-то в таком информационном шуме, который пишут в прессе и так далее, тебе в кайф жить? Мы с тобой абсолютно одинаковые, поверь мне, да. Может быть, даже я хуже гораздо, чем ты, неважно сейчас. Я говорю о том, что у каждого своя профессия. Вот с этого места поподробнее, Серег. Игорь, послушай. Я говорю о том, что у каждого своя профессия. Я и мороженое разносил, и рыбок продавал, да, и так далее. Я говорю о другом, что не надо сажать за руль самолета Жириновского или Зюганова, да. Понимаете, так же, как и в Думу нельзя их, конечно, сажать, и вообще в целом. Значит, так же, как профессионалы должны строить здания, так же, как ты делаешь свое дело профессионально. Просто так получилось случайно, Игорь, смотри, такого не должно было быть, да, что я облетел все страны мира, да, и познакомился с максимальными технологиями, которые есть, да, с точки зрения девелопмента. Ну, ты великий, я уже заметил, да. Да, я ничего не понимаю, честно скажу, в той продукции, то есть в том, что ты делаешь, Тарик, вот вообще, вот 20, темы, я даже не буду обсуждать это. Нужно создавать новые оазисы, понимаешь, новые структуры, где люди будут жить по-новому после вот как раз этой пандемии, да, и здесь как раз и нужно все вместе объединяться, да, и там нужны все, понимаешь, да, то есть и тут никто не лучше, никто не хуже. Хочешь, пожалуйста, Игорь, я встану на колени и извинюсь перед всем человечеством, если кто-то подумал, что я кого-то...
У меня папа был дворником, понимаешь, да, а мама на почте. Игорь, слушай, мне, знаешь, там читать лекции, да, извиняюсь, я в тюрьме жил, значит, там на 20 тысяч рублей в месяц, там, и так далее, да, то есть, Игорь, вот мне, знаешь, рассказывать не про что-то такое, да, ну, вот. Согласен, и об этом хотел сейчас поговорить, смотри. В 2008 году, в тот момент, когда финансовый капитал твой оценивали в 4 миллиарда там с хвостиком, да, твой социальный капитал в этот же момент оценивали в 2 с лишним миллиарда долларов. Ну, то есть социальный капитал – это доверие, желание с тобой других людей вступать в партнерство, делать проекты совместные в 2 миллиарда долларов. То есть на самом деле ты был не 4 миллиарда с хвостиком, а ты был 6 миллиардов с хвостиком. Это хорошая новость. И я тех же ребят, которые оценивали про 2008 год, попросил оценить сейчас твой социальный капитал. Так вот, те же ребята сказали, ну сейчас примерно инверсия, то есть минус 2 миллиарда долларов социальный капитал. Я не буду сейчас останавливаться, как они там читали и оценивали, да, но это одна и та же группа людей. Скажи мне, вот ты не думал о том, чтобы обнулиться не только финансово, да, через банкротство, а еще и обнулиться в смысле социального капитала, сказать, ребята, история Сергея Полонского, ну там, горячего, эксцентричного миллиардера, который строит башни и так далее, закончилась? Все. Я с чистого листа строю. Да, если однофамилец, то однофамилец с чистого листа. Может быть, ты уедешь в другую страну, поменяешь имя. Может быть, только пол, пожалуйста, не меняй. Пол не меняй. То есть вот, все, я начинаю новую жизнь и социальный капитал начинаю создавать с нуля. Скажи мне, ты не думал о том, чтобы социальный капитал тоже обнулить? Игорь, ты знаешь, в этом как раз и есть, собственно говоря, суть всего обнуления, да, то есть вообще суть банкротства, она подразумевает не только финансовое, да, но и все остальное. Минус 2 миллиарда социальный капитал, с одной стороны, да, это ужасно, да. Долларов. Если бы мы, так сказать, делали бы выборку среди нормальных людей, а не те, которые зомбированы, к сожалению, да, сегодня, Андрей, объективно, да, телевидением в России, то я думаю, что мы получили бы совершенно другую ситуацию, но это не имеет никакого значения. Безусловно, банкротство должно подразумевать и одно, и другое, и третье. Да? Но еще раз я хочу сказать, что я ничего постыдного в своей жизни, Андрей, да, не только не делал, да, Игорь, даже не думал о том, что можно думать Сергей, об этом. Игорь здесь, Андрей. Ой, Игорь, да, извини. Да, у меня что-то Ковалев тут вынес мозг на этот самый. Значит, я даже не думал, Игорь, о том, что об этом можно думать, потому что самая главная ценность, да, собственно, у девелопера, это как раз и есть социальный капитал, потому что мы работаем на последней миле. То есть, если, например, ты, когда там занимаешься, скажем, кровельными материалами, да, ни в коем случае не подумай там что про себя, то все-таки личный капитал уходит на второй план, никому не важно, с какого материала у тебя кровля, согласен? Капитал – важнейшая вещь, да, и я уверен, еще раз, я более того дал показания на детекторе лжи, Игорь, да, и то, что я хочу объявить банкротство, говорит о том, что у меня нет ничего, у меня даже нет квартиры в Москве, так получилось, да, просто квартира, я живу на штабе, да. Я абсолютно честен перед самим собой, я абсолютно готов поговорить с кем угодно и на любом языке, да, и я точно ни от кого не уберу глаза в сторону, и это самая главная вещь, которой меня научили уважаемые люди в разных системах. Да. Если ты можешь смотреть человеку в глаза, живи так, чтобы ты всегда мог посмотреть любому в глаза. Вот, к сожалению, от меня убегают. А я пока еще и надеюсь, что так и проживу эту жизнь. Все, смотри, ответ принят. Тем не менее, я позволю его прокомментировать. Смотри, что социальный капитал минус 2 миллиарда долларов, может быть, 1 миллиард долларов, да, он не обнуляется в момент финансового банкротства. Он остается с человеком, он никуда не девается. То есть, ну, ты знаешь, очень долгое время репутация в обществе создается. Среди каких уж людей не знаю, но такое среднее общественное мнение, да, давай так. И в какой-то момент, объявив о финансовом банкротстве, репутация, ну, то есть представление других людей о тебе или о том, кто объявил банкротство, никуда не девается.
это представление живет дальше. И единственное условие, при котором репутация могла бы измениться, это объявление о том, что я стираю предыдущую историю, я перестаю рассказывать всем, какой великий строитель Москва-Сити, какой великий. Я говорю, я просто перестаю рассказывать эту историю, я ее архивирую. Может быть, есть какие-то другие условия, я не знаю. Но репутация никуда не девается. Игорь, у вас просто так не получится, ребят. Я докажу, что я не виновен, я потребую компенсации, и это у вас проблемы. Если вы слушаете Первый канал Радио Россия, да, это ваши проблемы. Научитесь правильно слушать, Игорь, и анализировать. Мне жалко страну, мне жалко бизнес, к сожалению, потому что он стал слеп. Если бы тогда, 10 лет назад, когда я голодал на Кутузовской миле, бизнес бы встал бы и начал бы говорить, или каналы бы начали говорить независимо, я надеюсь, что нас бы слышали бы лучше. А пока бизнес у нас, к сожалению, находится в положении изюмным, и никто... Я очень рад, что у меня ничего нет, я очень рад, что у меня нет бизнеса, и я могу теперь говорить все, что хочу, что думаю, и буду говорить так, как оно и есть, понимаешь, да, Игорь? Ни мне, тебе, ни тебе, мне не надо рассказывать, какая жизнь у нас в стране, Игорь. Да? Если ты хочешь сделать иллюзию какую-то, что ты не понимаешь, о чем идет речь, да, что, значит, Полонский там, значит, один раз сказал, из-за этого можно, значит, забрать все активы и украсть, да, тогда тем более это страшная страна. То есть, если ты вышел, один раз что-то сказал, и тебе говорят, ой, все, мальчик, отдай сюда все, понимаешь, да? Или по-другому, да, Полонский жил, вдруг хлоп, с ума сошел, да, все. Поэтому, Игорь, ты на самом деле наступаешь в некоторой степени на такую очень шаткую почву, да, точно так же, как и у тебя тоже, да, то есть, там, у тебя тоже есть компании, там, знаешь, сегодня они есть, а завтра их нет, пойми правильно, да. И рассказывать почему, да, может быть, потому что ты трон сделал, может быть, потому что ты матом ругался в эфире, понимаешь, да. И найдут тебе 100 миллионов причин, понимаешь, вот завтра скажут, слушай, а кого бы нам сегодня грохнуть, да, кто там самый яркий, Ковалев и Рыбаков, там, я утрированно говорю, Игорь, да, то есть, как бы там, да, скажут, слушай, а что это, смотри-ка, а вот он тут плохо про Путина сказал, а там про Путина плохо сказал Гуриев, а он промолчал, значит, он согласен, и так далее, понимаешь, да? Сергей, карму не порти своими высказываниями, не кликай. Брат, вот. Ты мне вот что скажи. Смотри, мне тут недавно рассказывали историю, как ты устраивал тренинг для предпринимателей на острове. Позвал предпринимателей, собрал с них денег. Я хотел, чтобы сегодня кто-то вышел к нам на связь и рассказал об этом, но все отказались, подчеркиваю. Я позвонил 2 людям, они отказались что-либо говорить. Я не знаю, запугал ли ты их, может быть, взял подписку, но они рассказали, что ты был явно нетрезвый, бегал по острову голый. Подожди, я закончу. Смотри, я закончу. Голый, бегал, что-то кричал, а ты говоришь, буквально 2 минуты назад говорил, что ты не бегаешь по Красной площади голый. Ну как же не бегаешь? Вот бегаешь, люди рассказывают. Может, они врут, сейчас ты расскажешь об этом. Смотри, и поэтому я тебе просто говорил следующее. Ну ведь, чтобы обнулить социальный капитал отрицательный, ну хотя бы обнулить, может быть, перестать делать, такие вызывающие вещи? Все можно, да? То есть, смотри, интересная история. Значит, мы ссылаемся на людей, которые не вышли в эфир, да? А ты бы тогда разобрался, что там было? Значит, из 100 человек 35 дошли. Игра называлась «От заката до рассвета», и из 35 32 сказали, что никогда такого в жизни они не видели, и там была подготовлена в джунглях целая трасса там, и так далее. То есть это отдельная история. Поэтому, Игорь, это легендарная игра, да, если когда-нибудь, так сказать, тебя, наверное, хватит, значит, там, смелости и мужества, да, можешь приехать с командой, да, у нас мы будем делать следующую игру на целые сутки на острове. Поэтому ссылаться на каких-то фейков, да, и кому-то там что-то не понравилось, но кто-то не вышел, и обсуждать сейчас это бессмысленная история, да, Игорь, бессмысленная. Но ты мне просто скажи, ты бы мог деньги вернуть тем, кто недоволен, и они бы удовлетворились. Из чего? Там было одно определенное условие. Они должны написать, почему они недовольны, и прислать видео. Никто это не сделал. Пожалуйста, пусть пришлют, я верну. Мы сейчас из-за $100 разговариваем. Я не хочу обсуждать то, за что люди благодарны и сказали, вау, это нереально было. Это было самое крутое мероприятие, реально, Игорь. Ты мне скажи, ты не мог сперва извиниться перед тем, кому ты должен? И с тем, кому ты должен, кого ты обидел, кого ты задел, кто почему-то зло на тебя держит, попросить прощения. Ты не можешь так сделать? Вот авансом сказать, друзья мои, пожалуйста, простите меня. Смотри, очень важный момент, да, у меня, к сожалению, так мозг устроен. Конечно, да, если мне пришлют, за что?
Вот, слушай, да подожди еще раз, смотри. Игорь, за что я должен извиняться? Сергей, вот ну если скажу, объяснять, то не надо объяснять. Да, Игорь, да очнись, у меня украли компанию, блин. За что, перед кем нахрен я должен извиняться, Игорь? Без правосудия. Я просидел 3 года, блин, елкин хвост и так далее, брат. Ты вообще, я тебя не понимаю. Еще раз, если я перед кем-то виноват, конечно, да. Неужели это непонятно, да? Но для этого надо конкретно, чтобы... Были ли у меня такие случаи? Конечно, да. А сейчас за что? Если все дольщики со мной согласны, кто не получил квартиры, вон эта Кутузовская миля гребаная, которая стоит 10 лет недостроенная, которую достроить надо полгода, там 20 этажей, монолит полностью закончен, ты понимаешь, да, Игорь? Все дольщики, мне дольщики пишут, говорят, как же жалко, что тебе не дали достроить. Ты понимаешь, да, Игорь? Если в суд не пришел ни один дольщик, в суд, Игорь, брат, вот там давай, покайся. Да слушайте, да у нас каждое воскресенье, у нас раз в году покаянное воскресенье. Все ходят каяться, а понедельник ровно на следующий день все нарушают, понимаешь, да? Ставят иконы, блин, да, а потом ругаются матом и так далее, Игорь. Ну о чем тут говорить-то? Ну хорошо, давайте займемся воспитанием. А может быть, наоборот, нужно взять и посмотреть, да, а что, собственно говоря, да, был Полонский, отсидел там и так далее. Уже, слушайте, прошло. Так давайте, может быть, разберемся. Давайте возьмем тот капитал, который у него есть. Давайте создадим то, что я прорабатываю, Сити Оазис и так далее. Понимаешь, да, Игорь? Вот он капитал, да. Так же, как и у Трампа, когда он обанкротился, он опять начался заниматься бизнесом сначала. А у нас это невозможно сделать в стране, Игорь. Почему? Потому что, у тебя тут все, потому что чиновников, страна чиновников. И ты все это знаешь, понимаешь. Ну, и рассказывать мне про какой-то, понятно, 15 миллионов долларов вложили в мой антипиар, чтобы накрыть компанию, чтобы украсть активы. Ну, что тут обсуждать, слушайте. Сколько, еще раз говорю, сколько надо встать на колени, извиниться, еще раз, да. Я со всеми разговариваю, Игорь, брат, я со всеми разговариваю, я сажусь в такси, с водителем разговариваю, мне интересно, что и так далее. Много времени прошло, все-таки ты чувствуешь вину перед людьми, которые не получили квартиры, дольщики? Я тебе скажу, Игорь, ты знаешь, нет. Объясню почему. Значит, не надо объяснять. Нет, это важно, Игорь, это важно. Когда я вышел голодать на площадку, когда ее захватывали рейдеры, дольщики не подошли и не вышли. И сказали, пускай другие делают. И все. Понимаешь, да? Они получили то, что они получили. К сожалению. Вот это реально такая ситуация. Если бы они тогда вышли, когда был захват рейдерских объектов, мы бы достроили, там 10 месяцев достраивать. Игорь. Самый финальный вопрос. Что бы ты себе новому Сергею Полонскому, может быть, с новым именем, может быть, в новом теле, может быть, новому Сергею Полонскому завещал бы или передал, или пожелал бы новому Сергею Полонскому, который с чистого листа финансового и с чистого листа социального капитала стартует? Пожелай себе, пожалуйста. Я хочу, чтобы сейчас надо подумать, что себе пожелать. Вот те вопросы, конечно. Я хочу себе пожелать создать действительно 12 оазисов по всем в мире, чтобы у человечества была возможность все-таки выжить и развиваться, двигаться дальше. И я всегда этим занимался, да, и, к сожалению, вот те грузы, которые сейчас есть, они, поверь мне, все на Западе знают, что со мной произошло, и я без проблем. Если мне не дадут в России, да, создавать, к сожалению, я вынужден буду ехать и двигаться дальше, да, потому что все-таки жизнь одна. Если не нужны в России, так сказать, свои Трампы, да, давай объективно, да, тогда пускай строят турки. Вот видишь, что не успело закончиться карантин, а тут уже, видишь, он работает. Без масок, смотри, без ничего, да. Жилой дом строит. Вопрос, кому он сейчас нужен там и так далее. То есть, понимаешь, у нас 10 тысяч заражен. Я себе желаю создать 15 оазисов, которые изменят мир. Ладно, я желаю тебе удачи. Спасибо тебе за время. Так все-таки ты объявляешь о банкротстве? Игорь, на следующей неделе мы решим. И в конце я этот самый свой крик, как всегда. Рыбаков. Так какой вывод я могу сделать на примере Сергея Полонского? Вне зависимости от того, откуда начинает человек, из какой семьи,
с какого окружения. Каждый может добиться успеха и попасть в список Forbes. Благодаря личным качествам, храбрости, энергичности, бесконечным попыткам и желанию. Но вот чтобы удержаться в списке Forbes, нужно что-то иное, чего Сергей Полонский не продемонстрировал. Вот это другое – это социальный капитал. Это способность сохранять, накапливать и приумножать. Это доверие, взаимное доверие между людьми. Это нормы и правила, которые надо коллективно вырабатывать и соблюдать. И это подходящие социальные связи. То есть окружение себя подходящими людьми. Вот здесь у Сергея произошел какой-то сбой. И я предлагаю каждому из вас на примере Сергея Полонского научиться не только добиваться успеха, но еще и сохранять, накапливать и приумножать. Развивать свой социальный капитал. Рыба Рыбаков.